Первое решение группы «Рамштайн» – суммы, которые пойдут на поддержку Украины и на общеевропейскую оборону, впечатляют. Операция «Демилитаризация». Российские стратеги шокировали очередным рекордом. Недавний враг, которого Москва обещала уничтожить, прибыл в Россию с визитом. Новая реальность. Казахстан ужесточает контроль. Кризис все глубже. Еще одна отрасль российской экономики приближается к краху. Диктатура опасна для жизни. Шокирующая история пропавшей белоруски. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Германия предоставит Украине новую военную помощь на более чем 2 миллиарда евро. Она будет в первую очередь направлена на усиление украинской противовоздушной обороны. Об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус в ходе встречи группы «Рамштайн» в Брюсселе. Мы продолжим укреплять противовоздушную оборону Украины. Заключены новые контракты на поставку еще 2 зенитных ракетных комплексов «Айрис-Т», включая большое количество управляемых ракет, а также переносных зенитных ракетных комплексов. Мы будем поставлять современное противотанковое оружие, средства связи и современное ручное оружие. Кроме того, Писториус заявил, что Берлин возьмет на себя лидерство в разработке общеевропейского противовоздушного щита. В ближайшие годы Германия инвестирует 10 миллиардов евро в беспилотники всех типов и уровней, как наступательные, так и оборонительные, в соответствии с бюджетными планами на ближайшие годы. Демилитаризация идет по плану, только есть один нюанс. Речь идет о демилитаризации российской армии. Но и тут руководство захватчиков сумело поставить новый рекорд. По подсчетам военного аналитика Ричарда Верекера, за одни сутки россияне потеряли больше техники, чем за весь сентябрь. В последние дни захватчики действительно пытались вернуть себе инициативу на Покровском направлении, проводя несколько волн пехотных атак при поддержке большого числа бронетехники и мотоциклов. Похоже, что это результат посиделок Владимира Путина с руководством Генштаба в день рождения диктатора. Правда, украинские защитники успешно нейтрализовали попытку очередного прорыва. Но в целом обстановка остается напряженной. Аналитики Deep State фиксируют продвижение российских войск на Донецком направлении. Под контроль противника перешли населенные пункты Камар, Мирная и Перестройка, а также участки возле Ивановки и Воскресенки. Вместо российско-арабского саммита с участием десятков лидеров в Москву приехал только один руководитель. Но какой? Столицу России посетил новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Уважаемый господин президент, были рукопожатия, не слишком широкие улыбки и немного официоза для протокола. У нас в России никогда в отношении Сирии не было каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда на протяжении всех этих десятилетий руководствовались одним – интересами сирийского народа. Мы уважаем все прошлые соглашения и эту богатую историю и стремимся переосмыслить характер этих отношений. Но, как пишет Reuters со ссылкой на неназванный источник из правительства в Дамаске, основная цель визита – обсудить экстрадицию Башара аль-Асада, которого новые власти хотят привлечь к ответственности за преступления против сирийского народа. Еще один важнейший вопрос – будущее российских баз в Тартусе и Хмеймиме. Ранее аш-Шараа был известен как Аль-Джулани и возглавлял исламистскую группировку Хаят Тахрир аш-Шам. Еще ранее она называлась Джабхат ан-Нусра и была одним из филиалов Аль-Каиды. Группировка вела активные боевые действия против режима Асада и российских военных, которые поддерживали последнего. В 2016 году МИД Российской Федерации называл группировку и ее лидера изуверами и обещал уничтожить. В декабре прошлого года повстанцы во главе с аш-Шараа взяли под контроль Дамаск. Это привело к падению режима, который контролировал Сирию с 1970 года. Башару Асаду пришлось покинуть страну. По данным Дицайт, большая семья бывшего диктатора занимает 20 элитных апартаментов Москва-Сити. Сам бывший президент почти не появляется на публике, проводя часы за игровой приставкой. Но, кажется, сейчас ему точно не до игр.
Таможня не дает добро. На границе Казахстана с Россией продолжают расти многокилометровые очереди. Таможня задержала около 2500 грузовиков, следующих из Китая. Причина – усиленные проверки на предмет подсанкционных товаров. Особое внимание теперь уделяют электронике, дронам, одежде и товарам западных брендов. Как пишет Лента.ру, проверки коснулись всех фур вне зависимости от конечного пункта маршрута и регистрации автомобиля. Логистические компании вынуждены поднимать тарифы и искать обходные пути. Так, часть грузов перенаправляют через Дальний Восток и Монголию. Однозначно можно сказать, что это не временный сбой, а скорее новая реальность, ужесточение контроля и все большее соблюдение санкций западных стран. Ужесточение проверок произошло после серии переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом США Дональдом Трампом. Как думаете, совпадение? Пока министры обороны НАТО обсуждали военную помощь Украине в Брюсселе, министр иностранных дел Венгрии Питер Сиярто отправился в Москву. Тут он принял участие в российской энергетической неделе. Соратник Виктора Орбана, который известен резкой антиевропейской и украинофобской риторикой, нашел в своем словарном запасе немало теплых слов по отношению к России. Мы действительно дорожим сотрудничеством с нашими российскими партнерами и коллегами в сфере энергетики. Почему? Благодаря нашему опыту. Нас никогда не подводили, поставки всегда осуществлялись. Когда нам нужно было больше, мы получали больше. Когда нам нужно было меньше, мы получали меньше. Контракты всегда соблюдались, и мой вопрос лишь в том, почему мы должны разорвать эти отношения. Планы ЕС окончательно отказаться от российского газа и нефти Сиярто назвал безумием. Будапешт остается крупнейшим покупателем сырья у Москвы в Евросоюзе, выкладывая ежемесячно на эти цели 500 миллиарда евро. Но слова словами, а поиском замены российскому топливу правительство Орбана занимается весьма интенсивно. Заключены контракты с британцами и французами, а недавно Будапешт высказал заинтересованность в туркменском газе. Тем временем кризис в российской угольной отрасли набирает обороты. Количество компаний, находящихся в зоне риска, выросло с 30 в апреле до 53, сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов. Действительно, сейчас отрасли тяжело, но вместе с тем она очень напряженно работает. И к чему? Какой итог мы видим вот на сегодняшний день? Первое, нам удается сохранять добычу. Причины колоссального кризиса очевидны. Потеря экспортных рынков из-за санкций, падение цен на уголь, проблемы с расчетами и неготовность железных дорог к вывозу сырья в Китай. Сильнейший удар по отрасли ощущается с 90-х годов. В ней работают 150 тысяч человек, а это еще более 30 моногородов с населением свыше 1 миллиона человек. Затишье после кровавых столкновений на афгано-пакистанской границе было недолгим. Армия Пакистана обстреляла Кабул. По данным местных СМИ, удар также пришелся на позиции Талибана в районе Спин-Балдак и ключевые укрытия группировки в провинции Кандагар. Потери талибов оцениваются в 200 человек убитыми. Эскалация последовала после утреннего боя на границе в среду. Reuters сообщает, что в результате столкновения погибли не менее 12 мирных жителей, еще около 100 человек получили ранения. Талибан утверждает, что атаку начали пакистанские войска, а афганские силы ответили, уничтожив множество пакистанских солдат, захватив их посты и технику. Пакистанские власти обвиняют в обострении талибов. Очередной виток напряженности начался 9 октября, когда связанная с талибами группировка напала на пакистанский военный конвой в округе Куррам. В ответ 10 октября Пакистан нанес авиаудар по лидеру этой группировки в Кабуле, а спустя сутки талибы атаковали пакистанские пограничные посты. Посольство Беларуси во Вьетнаме ведет активные поиски белоруски, пропавшей в Мьянме. По данным МИД, девушка вылетела в Янгон из Бангкока 20 сентября. Российский телеграм-канал Мэш сообщает шокирующую версию. Белоруска по имени Вера прилетела в Таиланд в поисках работы, но вместо собеседования оказалась вывезенной в Мьянму. Там ее заставляли, цитата, «обслуживать хозяев и участвовать в мошеннических схемах». Связь с девушкой пропала 4 октября. СМИ утверждают, что Веру продали на органы.
похороны. Сначала за ее тело якобы требовали 500 тысяч, затем родственникам сообщили, что ее кремировали. Сейчас семья ведет переговоры о возвращении праха на родину. Мьянма, ранее Бирма, страна, которой с небольшими перерывами правит военная хунта. Как и Лукашенко, местная диктатура поддерживает тесные связи с Китаем. Определился европейский лидер по бомбоубежищам. Это Финляндия, которая может укрыть почти всех своих граждан. Как пишет Бильд, в стране насчитывается 50,5 тысяч бомбоубежищ, способных одновременно вместить 4,8 миллиона человек при населении страны в 5,5 миллионов. Для сравнения, в Германии, где живут почти 85 миллионов человек, укрытий хватает только на 480 тысяч. Правда, финский успех – это результат давних усилий и сурового исторического опыта. Убежища строили со времен Первой войны с Советским Союзом зимой 1939-40-х годов. Каждое здание в стране площадью свыше 1200 квадратных метров обязано иметь защищенный подвал. Самый крупный бункер в Хельсинки на глубине 20 метров рассчитан на 6 тысяч человек. Там можно пережить даже ядерный удар. При этом укрытие приносит доход. Внутри фитнес-центр, хоккейная арена, детская площадка и подземный паркинг. В сентябре в финском городе Миккеле в 140 километрах от границы с Россией официально начал работу штаб регионального командования сухопутных войск НАТО. После этого зампред российского совбеза Дмитрий Медведев обвинил 5-миллионную Финляндию в подготовке нападения на Россию. Он пригрозил Хельсинки, что очередная агрессия против Москвы приведет к краху финской государственности уже навсегда. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.